Приветствую вас, воины Калирадии. Хватайте топоры, готовьте дракары. Сегодня мы погружаемся в Warsails, дополнение которое обещает встряхнуть Баннерлорд до самого основания. С вами Римас, и мы отправляемся в самое сердце морских баталий. Как вы знаете, Баннерлорд — это наша любимая средневековая песочница, путь от ноунейма до короля. Многие из нас провели в Калирадии сотни часов, и хотя начальный путь захватывает, со временем, особенно в поздней игре, могло появиться ощущение некоторого однообразия, нехватки новых вызовов и глубинных деталей, из-за чего завоевание территории становилось рутиной. И вот Telwars вроде бы услышали нас наконец-то. Warsails — это не просто DLC, это цунами нового контента, который вынесет нас в открытое море и изменит все. Возможно, даже глубже, чем мы видели в легендарных дополнениях прошлого, таких как Viking Conquest для Warband. Итак, 17 июня 25 год. Запомните эту дату. Warsails выходит на ПК и консоли нового поколения. Прошлые поколения консолей, увы, остаются за бортом основной части DLC, хотя базовую игру на PS4 обновят. Одновременный релиз — это мощно и говорит об уверенности разработчиков. И, конечно, мы, ПК-бояре, получаем доступ первыми и в лучшем виде, как и положено платформе, за которой будущее игр. Но самое главное — это фокус на однопользовательском режиме, это верность корням Mount & Blade. Итак, что же нам наобещали Telwars? Какие ветры принесли идею морского Баннерлорд? Годами мы мечтали о морских сражениях, и вот оно. Главное обещание – полноценные морские баталии, глубоко интегрированные в торговлю, войну и дипломатии Калирадии. Это не просто лодки сбоку, а новые стратегические глубины. А теперь самое интересное. Помните долгое молчание от разработчиков? Оказывается, они трудились над отдельным, более сюжетно ориентированным DLC. И тут, честно говоря, я, как давний фанат серии, немного напрягся. Ведь мы любим Mount & Blade не за жесткий сюжет, а за свободу, за возможность самим ковать свою историю в огромной песочнице. И знаете что, Telwars, похоже, это понимают. Проявив честность и приверженность качеству, они решили отменить то сюжетное DLC, так как оно не соответствовало их стандартам. И вместо того, чтобы просто выбросить наработки, они решили интегрировать многие из созданных для него механик бесплатно в базовую игру для всех игроков вместе с выходом Warsails. Это просто королевский подарок, особенно для нас, любителей песочницы. Речь идет о таких крутых вещах, как полноценная система скрытности. Проникайте в логово и подземелье, спасайте пленных, устраняйте врагов тихо, прячьте тела, а искусственный интеллект будет реагировать на шум и движение. Случайные события связаны с чертами вашего персонажа, долгожданная функция переговоры, позволяющая общаться с лордами на расстоянии через гонцов, новые типы оружия. Привет, прочи. Это еще не все. Разработчики нам подкинули улучшение боя вроде доработки упора копья, а также улучшенный ИИ и расширенная поддержка моддинга, включая официальный XML редактор. Так что, по иронии судьбы, отмена сюжетного проекта обернулась огромным плюсом для свободы и глубины нашей любимой песочницы. Ну что ж, дамы и господа, держитесь крепче, сейчас будет мясо. Приготовьтесь к самой вкусной части. Разберем сокровища Warsails и узнаем, что именно изменит наш любимый Баннерлорд. Сердце этого дополнения, то, о чем мы мечтали годами, это, конечно же, полноценные морские сражения. Забудьте о скучных авторасчетах или абстрактных индикаторах. Telwars обещает нам реалистичные, тактические бои, вдохновленные настоящим средневековьем. Представьте, вы маневрируете среди волн, приказываете команде, и вот он, вражеский корабль. Вы можете взять его на абордаж сразу с нескольких точек, врываясь на палубу с криками и лязгом стали. Или, если у вас мощный корабль, протаранить его, круша борта тараном, ломая весла и сея панику. А может, вы предпочитаете держать дистанцию? Тогда в ход идут баллисты, стрелы лучников, которые рвут паруса и косят вражескую команду, готовя почву для решающей схватки. И самое крутое, внимание, на исход боя будут влиять физика воды и погода. Ветер может стать вашим лучшим союзником, надувая паруса для маневра, или злейшим врагом, сбивая вас с курса в шторм. Не забывайте про истощение ресурсов, прямо как в старом добром Viking Conquest. Вам придется следить за припасами, чтобы не остаться посреди моря без еды и воды. Эта глубина тактики перенесется и на стратегическую карту. Теперь осада прибрежного города без флота станет самоубийством, а морские блокады решают исход кампании. Даже реки могут стать ареной для битвы. Это не просто новые битвы, это совершенно новая стратегическая глубина, которая переворачивает карту Калирадии с ног на голову.
И кто же перенесет этот северный ветер перемен? Встречайте нордов. Нет, подожди, это не они, это другие. Новая яростная фракция, напоминающая о лучших моментах Viking Conquest. Это легендарные мореходы и мастера ближнего боя, прибывшие с севера. Они принесут не только войну, но и торговлю, новые возможности для найма и, возможно, станут вашими самыми преданными или самыми опасными противниками. Вместе с ними мы получим доступ к новым землям, исследуйте их суровые форды и тайгу, ощутите холод северного ветра. А для тех, кто хочет полностью вжиться в роль, норды принесут новую эстетику. Брутальные прически, бороды, татуировки, уникальные знамена и доспехи. Все, чтобы сделать вашего персонажа настоящим викингом. Их уникальные морские юниты, вероятно, с берсерками и искусственными лучниками, станут грозной силой на воде. И, конечно, мы сможем выбрать культуру нордов для нашего героя, получив особые бонусы. Это может освежить Стургию, подтолкнув ее к славянским или скандинавским корням. И эта тема активно обсуждается в сообществе. Мир Кальрадии становится больше, не просто пара новых локаций, а целые северные регионы, острова и, конечно, открытые моря. Каждое ваше плавание будет уникальным благодаря динамической погоде с непредсказуемыми штормами и меняющимися ветрами. Эта морская экспансия глубоко интегрируется в игру, готовя новые морские торговые пути, уникальные морские товары и, конечно, верфи, где можно будет строить свой флот. Прибрежные города теперь не просто точки на карте, они станут центрами морской торговли, бастионами или лакомой добычей для пиратов. Экономика и дипломатия получат совершенно новые рычаги влияния. Вы спросите, а на чем же мы будем покорять эти бушующие волны? Нас ждут 18 типов кораблей, созданных по историческим образцам, от стремительных дракаров-викингов до внушительных когов. Каждый корабль обещают сделать уникальным в управлении благодаря детализированной физике. И самое главное – кастомизация. Вы сможете устанавливать осадное орудие на борт, менять паруса, тараны и даже выбирать устрашающие новые фигуры, прямо как те самые головы драконов на кораблях викингов из легенд. И вишенка на торте, вы сможете переименовывать свои корабли, например, флот Шатателя, либо месть Римаса. Строить корабли мы будем на верфях, и их доступность будет зависеть от культуры и развития города. Так что захват ключевых портов станет супер важным для создания морской державы. Ну что ж, корабль готов, команда набрана. Конечно, нужна и новая прокачка. Появятся новые морские навыки, навигация, тактика, управление кораблем, которые, надеюсь, будут ощутимо влиять на геймплей и откроют новые возможности. И, конечно, целый новый арсенал нордского снаряжения, копья, топоры, прочная броня. Нас ждут специализированные морские войска и, конечно, компаньоны-мореходы, готовые разделить с вами тяготы плавания и славу побед. Вы спросите, как во всем этом разобраться, особенно новичкам? Разработчики позаботились об этом. Нас ждет водный квест, кинематографичная квестовая линия, которая научит нас азам морского дела прямо в бою, например, в схватках с пиратами. Обещаю, что это будет не просто скучное обучение, а настоящее приключение с сюжетом. И все это под какой аккомпанемент? Конечно, под рев океана. Нас ждут совершенно новые музыкальные треки в средневековом и, конечно, эпическом нордском стиле. Добавьте к этому реалистичные звуки шторма, скрип мач, лязг стали на палубе при абордаже, и вы получите полное погружение в атмосферу морских приключений. Это не просто звуки, это душа дополнения. Но это еще не все, капитаны. Вместе с выходом Warsail 17 июня 2025 года нас ждет просто королевский подарок – большой бесплатный патч V1.3 для всех игроков. Неважно, купите вы дополнение или нет, эти улучшения изменят саму Кальрадию. Это по сути те самые наработки из отмененного сюжетного DLC, о которых я говорил, но теперь они достаются нам бесплатно и интегрированы прямо в основу игры. Что же там внутри этой сокровищницы? Во-первых, это полноценная система скрытности. Теперь можно почувствовать себя настоящим шпионом или ассасином. Проникайте в логово бандитов, заходите в города незамеченным, спасайте пленных тихо, устраняйте врагов в тенях и даже прячьте тела, чтобы не поднять тревогу. А искусственный интеллект будет реагировать на шум и ваши движения. Мир станет гораздо умнее и опаснее. Далее случайные события. Мир Кальрадии станет еще более живым и непредсказуемым, ведь теперь будут происходить события, напрямую связанные с чертами вашего персонажа и вашими решениями. Это добавит уникальности к каждому прохождению и, наконец-то, долгожданная функция – переговоры. Больше не нужно гоняться за лордами, как угорелый по всей карте. Теперь можно общаться с ними на расстоянии через гонцов, чтобы обсудить важные дела, передать послание или даже сдать квест. Это огромное удобство и новая тактическая возможность на стратегической карте. Не прошло и 5 лет.
Кстати говоря, об удобствах и управлении империей, вот что еще действительно надоело и требует внимания. Ситуация, когда у тебя много владений, замков, городов, но ты просто физически не можешь назначить на все достаточно наместников. Это огромный минус стратегического уровня и реально бесит, когда твоя растущая империя страдает просто потому, что ты не можешь делегировать управление. Я понимаю, что разные владения можно раздать вассалам, но хочется иметь 5, 6, 7, 8 владений. Очень надеюсь, что этот момент учтут в будущих патчах или дополнениях, ведь эффективное управление большими владениями – это основа успешной поздней игры. Не забыли про сам бой. Появятся новые типы оружия, например, пращи, и, конечно, улучшение существующих механик, вроде доработки упора копья. Но и дополнительная поддержка моддинга, о котором я упоминал ранее. Конечно, такие масштабные изменения, как платные, так и бесплатные, вызывают живое обсуждение в сообществе. На причалах и тавернах Калерадии, то есть на форумах и в дискордах, уже вовсю идет суета и споры. Одна из самых обсуждаемых тем – переработка Стургии. Как появление полноценных нордов повлияет на эту фракцию? Получат ли они свой уникальный стиль, больше связанный со славянскими корнями? Все очень ждут, как Телворс разрулит этот момент. Естественно, всех волнуют экономические потрясения. Морские торговые пути изменят все. И нужно понять, как адаптироваться и использовать это в своих целях. Безграничный потенциал моддинга на фоне бесплатных инструментов также будоражит умы. Ждем невероятных творений от комьюнити. И, конечно, главный вопрос, который витает в воздухе. Поведение морского ИИ. Смогут ли разработчики сделать его умным и сложным противником на воде? Это то, что все будут пристально отслеживать. Итак, капитаны, мы прошли через все анонсы, укомплектовали по полочкам обещанные фишки и бесплатные бонусы патча 1.3. Опираясь на все увиденное и услышанное, эти анонсы, эти обещания, насколько же они впечатляют? И стоит ли нам уже сейчас морально и виртуально готовиться к отплытию 17 июня? По моему мнению, анонсы впечатляют очень сильно, прямо здесь и сейчас. Почему? Да потому что Телворс не просто выпускает очередное маленькое дополнение, они, похоже, кардинально меняют игру, добавляя то, о чем игроки просили годами. Это и революционный морской бой, который выглядит тактически глубоким, не просто по стрелушке, а тактика, физика, абордаж. Это и грозные норды, новая фракция с уникальной эстетикой и войсками, расширяющий мир Калерадии и открывающая новые стратегические горизонты. Это и само расширение карты, новые земли, новые возможности для исследований, торговли и завоевания. Это и огромный флот из 18 детализированных кораблей с возможностью кастомизации. И, конечно, тонна бесплатных улучшений в патче 1.3, о которых мы только что говорили. Скрытность, переговоры, случайные события – это же бонусы, которые меняют геймплей для всех игроков, независимо от покупки DLC. Конечно, мы еще не играли в это вживую и пока не знаем, какова будет реальная реализация всех этих обещаний на практике, но потому как это выглядит в анонсах, вселяет огромную надежду. В общем, посмотрим, как оно будет на релизе. И знаете, что самое главное во всем этом? Во всех этих анонсах и бонусах Телворс, похоже, действительно слушает свое сообщество. Они идут навстречу самым давним пожеланиям, добавлять механики, которые делают игру глубже. Они отменили свой сюжетный проект, потому что он не соответствовал их высоким стандартам, и вместо этого интегрировали лучшие наработки бесплатно в базу для всех. На фоне этого смотришь на AAA гигантов, которые выпускают игры с пустым миром, монетизация на каждом шагу, недоделками и забивают на самые базовые запросы фанатов годами, и просто поражаешься этому контрасту. Честно говоря, я боюсь их перехвалить, но Телворс в этом плане настоящий пример того, как нужно работать с аудиторией и делать игру, которая действительно нужна игрокам, а не только маркетологам. Ну что ж, это, пожалуй, один из самых впечатляющих аспектов всей этой ситуации с анонсом Warsails. Конечно, при таких амбициях всегда есть и возможные рифы, потенциальные подводные камни. Есть вопросы, ответы на которые мы получим только после релиза. Например, насколько будет глубокая кастомизация кораблей в итоге? Не сведется ли к паре опций? Будут ли новые морские навыки действительно ощутимыми? Давать заметное преимущество в бою и на карте, или это просто пассивные бонусы? Сможет ли ИИ, вечно больная тема в стратегических играх, особенно с новыми сложными механиками, эффективно управлять как морскими сражениями, так и своими армиями на глобальной карте, чтобы постоянно бросать достойный вызов? Будут ли покушаться на игрока, как это было в прошлых частях Mount & Blade, добавляя напряженности в мирную жизнь? Все эти вопросы, все эти потенциальные рифы станут ясны только после
дне релиза. Именно тогда мы увидим, насколько хорошо Tailwords реализовали свои амбициозные идеи на практике. И, конечно, главное предупреждение. Скорее всего, вам потребуется начать новую игру, чтобы испытать Warsails во всей красе с новой картой и всеми интеграциями. Учитывайте это при планировании своих текущих кампаний. И, само собой, самый большой неизвестный знак вопроса прямо сейчас. Это, конечно же, цена. Сколько дуплонов? Я дуплонов сказал. Сколько дублонов запросит за это дополнение? Будет ли заявленный контент при всей его впечатляющей масштабности и потенциале оправдывать ту сумму, которую запросят разработчики? Это тот фактор, который окончательно определит, стоит ли Warsails своих денег, и это мы узнаем только после официального анонса игры, и главное на релизе, когда мы сможем опробовать все сами и дать окончательный вердикт. Warsails — это не просто DLC, это глоток свежего морского воздуха для Bannerlord. Амбиции Tailwords поражают: полноценное море, новая фракция, расширение мира и переработка базовых механик. Это идеальный повод вернуться ветеранам и лучший старт для новичков. Сочетание платного контента и масштабного бесплатного патча — это мощно. Я очень надеюсь, что разработчики не забудут про хардкорные элементы из прошлых частей, вроде системы ранений Viking Conquest, которые могли бы добавить еще больше глубины и вызова. Ну что ж, дамы и господа, готовы покорять море? Что вас цепляет больше всего в Warsails? Какие ваши надежды или опасения? И главный вопрос: как думаете, какую цену назначить за такое дополнение? Пишите свои предположения по цене в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь и ждите полный обзор 17 июня 2025 года. От себя добавлю, если даст бог буду жив и здоров, то мы обязательно будем стримить этот DLC на канале. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. На канале еще будут много новых обзоров на самые разные игры. Пишите в комментариях, какую игру вы бы хотели, чтобы я развернул наизнанку и сделал подробный обзор. Ваше мнение очень важно. С вами был Римас. Попутного ветра и 7 футов под килем. Мир вашему дому.